Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом чудесных жареных пирожков на тесте, на кефире и сметане, без яиц и без дрожжей. Поэтому эти пирожки готовятся невероятно быстро и просто. Посмотрите только, какие потрясающие, очень красивые, пышные, воздушные пирожки получились. Пирожки еще немного горячие, и они хрустящие. Вообще не скажешь, что они приготовлены на тесте без дрожжей. И сегодня у меня необычайная, очень вкусная начинка с зеленым луком, яйцом и картошкой. И я думаю, такую начинку вы еще не пробовали. Обязательно приготовьте, я думаю, она всем понравится. Для приготовления теста мне понадобится Чтобы тесто получилось пышным и воздушным, надо обязательно использовать теплые жидкие ингредиенты. Я в мерную чашку отправляю кефир и сметану. Для рецепта я использую жирную сметану, 25%. Перемешиваю. Сразу же сюда можно добавить соль, сахар и влить растительное масло. И всю эту массу я отправлю прогреться в микроволновку, чтобы она стала теплой. Температура примерно должна быть 38 градусов. Я прогреваю кефир со сметаной импульсами, примерно по 10-15 секунд, и перемешиваю. Как видите, масса становится более жидкая. Благодаря тому, что прогреваем кефир и сметану, тесто получится такое воздушное, очень пышное. Если вы не хотите прогревать в микроволновке, можно просто все вылить в сотейник и прогреть на плите. Выливаю теплые жидкие ингредиенты в миску. Постепенно просеиваю муку. Сначала примерно половину. Сразу соду в тесто не добавляйте. Особенно большая ошибка добавлять соду в кефир. Уже тогда происходит бурная реакция и тесто не будет таким пышным. Сейчас я хорошо все перемешиваю лопаткой. Добавляю еще часть муки. И вот теперь добавляю соду. Просеиваю. Перемешиваю. Сейчас лопатку я убираю. Дальше тесто я буду замешивать руками, чтобы почувствовать его консистенцию. Тесто должно получиться очень нежным и мягким, не забитым мукой. Вот сейчас у меня получилось такое липковатое тесто. Домешу его на столе. Стол хорошо подпыляю мукой. Выкладываю тесто. Сверху также подпыляю мукой и домешиваю его. В конце замеса я скажу, сколько точно у меня ушло муки. У меня на замес теста ушла вся мука, все 500 граммов. Получилось вот такое очень нежное и мягкое тесто. Если сейчас я его еще немного помешу, оно снова начнет прилипать к рукам. Я беру чистую миску, слегка смазываю ее растительным маслом и тесто также немного смазываю растительным маслом. Перекладываю его в миску. Посмотрите, какое оно получается нежное, очень мягкое. Накрываю его сверху пленкой и оставлю отдохнуть примерно минут на 15. Для приготовления начинки мне понадобится здесь у меня отваренный картофель, разминаю его толкушкой в пюре. Картофель здесь у меня еще горячий. Можно для рецепта также использовать и вчерашнее картофельное пюре. Картофель сделает начинку более нежной. Мелко порежу зеленый лук. Отправляю лук в миску. Добавляю соль, черный перец. Соль, черный перец добавляйте по вкусу. И заливаю растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешиваю. Благодаря соли и маслу лук станет мягче и уйдет горечь. Небольшими кубиками порежу отваренные вкрутую яйца. Яйца добавляю к луку. И также сразу добавляю картофельное пюре. И хорошо все перемешиваю. Начинка готова. Обязательно попробуйте ее на вкус, чтобы хватало соли и перца. Благодаря картофельному пюре она хорошо держит форму. Получилась такая нежная. Рабочую поверхность хорошо смазываю растительным маслом.
Выкладываю тесто, оно получилось очень нежное, и разделю его на 12 частей. У меня получится 12 пирожков. Каждый кусочек у меня получится примерно по 80-82 грамма. Все кусочки подкатываю в шар. Я все формирую сегодня на растительном масле, так как пирожки будут жареные, и чтобы потом мука не обгорала в масле. Накрываю кусочки теста пищевой пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Формирую пирожки. На рабочую поверхность, которая хорошо смазана растительным маслом, выкладываю кусочек теста нижней стороной вверх и растягиваю его в слегка продолговатую лепешку. Не надо делать слишком тонкую лепешку, тогда пирожки получатся более воздушные. Выкладываю в центр начинку. У меня такая получается очень полная столовая ложка, можно сказать 1,5 столовые ложки. И хорошо скрепляю тесто. Вот этот верхний шов я подгибаю, пирожок придавливаю, чтобы он получился более плоский. И переворачиваю его швом вниз. Получается такой аккуратный пирожок. Я подготовила доску, которую смазала слегка растительным маслом. Сформированный пирожок перекладываю швом вниз на доску и формирую следующее. Я сформировала примерно половину пирожков и ставлю разогреваться сковородку. Наливаю достаточное количество растительного масла. Пирожки я буду жарить почти во фритюре. Так они получатся более пышными. Как минимум масло должно доходить до половины пирожка. Проверяю, разогрелось ли масло. Опускаю в него деревянные палочки, идут пузыри. Масло хорошо разогрелось. Аккуратно выкладываю пирожки в масло швом вниз и обжариваю на среднем огне до красивого золотистого цвета. Пирожки буду несколько раз переворачивать туда-сюда, чтобы они красиво подрумянились. С каждой стороны обжариваю примерно по 3-4 минуты. Посмотрите, какое здесь великолепное тесто. Как оно замечательно подходит. Первая партия пирожков уже готова. Достаю их на тарелку с бумажными полотенцами. Хорошо стряхиваю излишки масла. Пирожки получаются просто потрясающие. Такие пышные, очень воздушные. И сразу отправляю жариться следующую партию пирожков. Я лично просто обожаю жареные пирожки. Какие же они вкусные. А с этой начинкой это что-то невероятное. Здесь просто великолепное, пышное и воздушное тесто. Друзья, я всем рекомендую. Приготовьте и попробуйте. А я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изякук «Позитивная кухня». Всем пока!